Когда людям показывал, смотри, какой аккаунт. Он говорит, ну и что? Я говорю, ты в курсе, что это полностью нейронка сделана? Он говорит, да ладно. Как создавать контент с помощью нейронок? Shorts, Reels, TikTok. Парень, специально повысив голос, ответил: $300 за одну ночь — это слишком много. Есть известный чувак Торбаса, у него типа крутые агенты по недвижке, мы хотим их перехантить. Кто в этом чате является агентом? Уже готово, в смысле? Да. Ребята, копи-пейст просто заливаете. Напиши, какая нейронка тебе больше всего понравилась, какой промпт был самый полезный, а Кирилл выберет 3 самых интересных авторов, которые написали комменты, и подарит им бесплатный месяц в его комьюнити Нейробуст. 250 исследователей нейросетей каждый день публикуют самую крутую и свежую инфу, такую же, как мы разбираем сегодня. Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. И сегодня мы будем тестировать нейронки, которые помогают делать маркетинг эффективнее и увеличивать продажи. А в гостях у меня Кирилл Безиков, основатель комьюнити Нейробуст. В этом комьюнити ребята исследуют кучу разных нейронок и тестируют, как их применять в бизнесе, маркетинге и в других отраслях жизни. В общем, Кирюха большой эксперт в нейронках с очень большой насмотренностью. Привет! Привет. Погнали. Сегодня у нас будет интерактивный формат, в котором мы прямо вот будем на экране вот здесь, а у вас будет появляться на монтаже, тестировать разные нейронки. Нейронки будут как уже известные типа чата GPT, так и совершенно новые, которые мало кто знает. Где можно самое эффективное применять нейронки? Для меня, как маркетолога, это было большое спасение, например, в придумывании креативов, в создании текстов, прототипов сайтов, креативов рекламных объявлений, текста для объявлений, анализ целевой аудитории. И вот везде здесь мы можем их применять. Да. Давай еще начнем. Самое такое вот эфемерное, геморное и сложное, у которого есть 1000 подходов, это анализ целевой аудитории. Ты мне показывал прикольную фишку с отзывами, давай протестим. Да, на самом деле целевую аудиторию можно, как я и говорил, тестировать большим количеством промптов. Здесь только 4 способа, как можно с помощью чата GPT анализировать. Плюс есть способы, у каждого свои способы, и каждый человек может под себя настроить. Я настроил под себя, как я работаю. И чаще всего я, кстати, тоже работаю с отзывами. У нас есть промпт, который мы просто копируем. Переходим в чат GPT. Указываем нишу. Давай тушь для ресниц возьмем. Самый физический товар какой-то. Тушь для ресниц. И нам нужны отзывы. То есть нам не нужно ничего придумывать, мы просто заходим и смотрим, где у нас тут побольше всего отзывов. Вот 368 отзывов. Мы эту страницу копируем. На самом деле здесь можно использовать большое количество страниц. То есть можно много урлов ему дать разных, да? Да, но только будет, естественно, дольше делать. Так как мы это показываем в демо-режиме, мы просто укажем один сайт. И дальше в этом промпте мы его просим проанализировать боли, ценности, критерии фактора, с чем сталкиваются, что говорят. Мне нравится, какие слова чаще всего используют, что пишут о цене, потому что часто маркетологи и предприниматели думают из своей головы, но они не говорят, как это говорит их конечный пользователь. Например, там, я сталкивался сам, у меня клиенты основные в маркетинговом агентстве, это строители и так далее. Они никогда не называют это продажи или сделки, они называют объект. То есть получить объект. То есть для них другой термин. И поэтому нужно говорить на языке клиента. И вот с этими промптами у нас есть возможность сделать оффер именно на этом. Как во всех моих видео про нейронки, для вас это будет секунда, а мы будем ожидать, пока чат GPT и другие нейронки закончат. И вот основные боли, которые люди испытывают, основные ценности. Смотри, прикольно, что он сразу видел 2 боли. Эта тушь может растекаться. Некоторым сложно смыть тушь. То есть, наоборот, либо слишком жидкая, не держится, либо ты ее фиг смоешь. Основные ценности. Объем, длина ресниц, натуральный вид, устойчивость. Прикольно. Быстрый, моментальный анализ целевой аудитории на основе чата GPT и отзывов в интернете. Все, то есть один промпт, один URL, все, мы погнали, сделали анализ целевой аудитории. Ребята, и вы знаете, что все промпты с выпусков всегда лежат где? Правильно, в моем телеграм-канале, по ссылочке в описании. Как всегда, бесплатно. Слушай, круто получается. И в результате он даже нарезает сегмент аудитории. Да, потому что я в промпте попросил его разделить на сегменты целевой аудитории, выделить сегмент аудитории на основе ответов и отзывов. Что получилось, давай посмотрим. Любители натурального макияжа предпочитают натуральные ресницы, требования к устойчивости и любители экономии. Кому подешевле, как обычный эконом-сегмент? Если мы вдруг с тобой решим заниматься тушью, этот файлик у нас должен всегда находиться под рукой. Мы здесь его в целом добавили. И самое главное, сохранить его в PDF-формате. Сохраняем. Здесь все очень просто. Дальше что мы делаем? Есть сервис AskUPDF.
Мы сюда уже этот файл загрузили, и он дает нам вот такой вот идентификатор номера. ASCII PDF. Это плагин, который позволяет загружать PDF-файлы в ChatGPT, и на основании этих PDF-файлов ChatGPT может работать. Это такое микро-обучение в самом интерфейсе ChatGPT. Но у него есть минусы, он то есть не сканирует весь документ, но по промпту он вытаскивает всю нужную информацию. Включаешь плагин в чате GPT, да. подкидываешь вот этот кракозябр, который он тебе дал после загрузки файла, и все, он на основе этого файла может работать. То есть мы ему дополнительно в мозги загружаем какой-то контекст. Да. Дальше мы переходим, берем промпт для офферов. Я хочу показать такой универсальный оффер, с которым с чатом GPT я прошу, чтобы он привел мне примеры, какие офферы вообще могут для этой ниши подойти, по какому типу, и чтобы он аргументировал и доказал, знаете, как хороший, идеальный маркетолог пришел и доказал, почему именно этот оффер нужно использовать. Давай протестим. Да, мы копируем этот промпт, переходим в чат GPT и прямо в этом же окне ему даем. Здесь у нас есть указать ссылку для анализа. Это аудитория, для которой нужно сделать анализ. Сюда мы вставляем сейчас вот эту кракозябру, которую нам дал ASCII PDF. Все. И отправляем его и смотрим, что он сейчас проанализирует. Сначала проанализирует сайт. Да, кстати, бывает, он не все сайты может скрыть, типа у кого-то защита, там Cloudflare. На самом деле, здесь есть, помимо веб-пилота, есть линк-ридер, есть еще какие-то плагины, которые позволяют выходить в интернет, и в этом нету проблемы. И даже если он не может проанализировать, у нас всегда есть Command-P, мы можем сохранить в PDF-формате, и в PDF-ке ему подгрузить, и он проанализирует. Ребята, лайфхак, Command-P делает PDF-ку из веб-страницы, которая может съесть GPT-чат. Ну что, готово. Да, посмотрим, что он сделал. Первое, что он вытащил информацию с сайта, которую мы дали ему. Вот, от скольки до скольки стоимость туши. Дальше он предложил 4 типа. Проблема. Разных офферов, да? Да, то есть AIDA, 4U и так далее. Дальше да, читаем, кстати, прикольно. Уникальная водостойкая тушь, долговечность на 24 часа. Ограниченное предложение. Прикольно. Дальше по AIDA впечатляющий объем ресниц, откройте секрет долговечности. А у нас он выделял, что они хотят долговечную, которая не смазывается ничего. Прикольно. Смотри, устали от растекающейся туши, открой для себя нашу достойную формулу с гарантией качества. Кайф. Смотри, еще прикольно в формате отзыва он запилил. С этой тушью мои ресницы выглядят идеально весь день. Ольга, визажист с 5-летним опытом. Прикольно. Еще заголовок, смотри, набор. Да, сейчас девчонки на сидят, ржут, мужики тут пытаются продать им тушь. У нас получается, мне кажется. Но сейчас он что-то перегенерит нам, да? Еще. Блин, вообще круто. Качество, которое видно на объем длина в каждом мазке. Сколько бы времени понадобилось тебе, чтобы написать? Не знаю, в день сидел точно часов 8 рабочих, поэтому... То есть у нас выпуск про то, как увеличить продажи с помощью нейронов. Вот это как раз то, как вы можете увеличить продажи, быстрее запуская лендинги, офферы и рекламу. И дальше, на самом деле, здесь можно ему сделать такую рекомендацию. Это у меня такой набор стандартных фраз. Каскадный промпт. Да, каскадный промпт. Нужно, чтобы он использовал конкретные цифры и факты. Потому что цифры, как ни крути, всегда продают. После этого напиши заголовок, цени, выбери 3, которые необходимо использовать. То есть, если вам что-то не хватает, и после этого промпта вы можете просто подредактировать. На самом деле, я бы даже не парился, просто брал, использовал и тестировал на небольших бюджетах, смотрел, где связка зацепится. Там уже есть крутые заголовки для таргета, как бы. А вот теперь тушь номер 1 по отзывам. То есть, чем качественнее у тебя источник данных, тем больше и там более гранулированно он составит эти офферы, они будут лучше попадать. Да. Тушь номер 1 по отзыву. 24 часа стойкости, объема и длины без коррекции. Это то есть он засунул все, что нужно в отзыв. То есть в маленькое короткое приложение. Но честно, у меня бы долго времени ушло для того, чтобы это придумать. И меня всегда бесило это крутить, как бы выдумать фразу, которая соберет в себе, отработает все боли, соберет все ценности. На днях, когда мы пили кофе, я рассказывал, что можно просто генерить лиды из Телеграма. Ты берешь чат конкурента, где сидят его клиенты, как ты это выгружаешь, дальше с помощью какой-то нейронки ты это сканируешь, и она тебе говорит, кому из них написать и начать питчить. Ты передаешь это в отдел продаж, и они закрывают сделки. Пойдем разбирать новые нейронки, которые ребята очень ждут.
покажешь? Ну, слушай, на самом деле этот метод нашел ты сегодня. Я это немного использовал для другого, но в целом как бы это тоже можно для этого использовать. Давай что-нибудь запилим. Давай что-нибудь попробуем. Да, ты там другую нейронку использовал. Клауда, правильно? Да. Cloud AI это компания Anthropic. Это, наверное, единственный сейчас достойный конкурент чата GPT, потому что как бы кто ни говорил, там, Write Sonic или еще какие-то куча нейронных сетей, они все равно все работают на чате GPT. И что-то там дотюнивают просто. Дотюнивают чуть-чуть, а движок все равно чата GPT, а Anthropic — это достойная альтернатива, которую мы сейчас рассмотрим. Прикольно, погнали. Давай запарсим какой-нибудь канал. Ну, допустим, есть известный чувак типа Торбосов, у него типа крутые агенты по недвижке, мы хотим их перехантить. Кто в этом чате является агентами? Кто, скорее всего, кому написать, прям, как бы, а у тебя, допустим... Олег, я ничего против тебя не имею, большое уважение. Это просто кейс, придуманный на ходу. Не, ну понятно, что у него крутая компания, вряд ли ты перехантишь, если у тебя нет, конечно, крутая компания. Ну, представь, что, допустим, там есть не его агент, а в целом агенты сидят, и ты запускаешь конкурирующее агентство недвижимости в Дубае. Ты хочешь найти людей, которые могут там твои объекты продавать за процент. Ну и так мы качнули обсуждение в чате Олега Торбосова. Запишем промпт, чат владельца агентства недвижимости, и комментарий к постам. Нам надо найти потенциальных агентов по недвижимости из этого чата. Найди нам этих ребят и объясни, почему, собственно, они могут быть агентами для недвижимости. И мы скормили файл messages.html, которые просто скачали с Telegram. Итак, он нам выделил ряд аудиторий. Первый — это Ирина Александровна написала, что хочет работать в команде Олега, значит, возможно, она агент. Второй чувак написал, что тоже хочет с ним работать. Миша задал вопрос про отдел аренды и сдачи квартир. Что говорит его интерес к работе в этой сфере. Второй, четвертый парень тоже, что удивился, что есть отдел аренды. Возможно, рассматривает работу в агентстве. Там Виктория пошутила про агентов, возможно, профессиональный юмор был, да. Наталья разбирается в ценных локациях, оставила развернутое питание про один из жилых комплексов, возможно, тоже агент. Вот. Поэтому, в принципе, что, можно взять эти логины в Телеграме, просто написать, ребята, писать их профиль, если они агенты, написать, предложить наш объект и им продавать тоже. Они, возможно, не из команды Торбосова, да, но какие-то фрилансеры, которые тоже продают недвижку в Дубае или в какой-то локации. То есть очень прикольно отработано. Ну и на самом деле здесь можно вообще смотреть, что интересует людей, какие темы они обсуждают, что они пишут в комментариях, что их беспокоит. То же самое, что мы делали с анализом целевой аудитории, только на анализе чатов и на анализе каналов. И это очень удобно, особенно когда ты варишься, и у тебя нет идеи, а ты смотришь, что люди интересно обсуждают, и чтобы твои посты и комментарии вызывали обсуждение, просто берешь, используешь этот инструмент, и все. Ну да, или ты приехал в новую локацию, я был в Таиланде недавно, только я какую-то в телеге выложил сторис, сразу боты спарсили, накидали меня в какие-то сообщества, там русские на Пхукете, русские в Таиланде, да. Можно тоже чатик сохранить, посмотреть, кто что продает, какие есть вообще услуги, и можно даже для себя найти, если нужна аренда байков, ты взял чат, просканил, кто говорил про аренду байков, хоп, перепрыгнул к этому пользователю, посмотрел. Тоже можно применять парсинг чатов в Телеграме не только для маркетинга и продаж, но и для каких-то решений. Огромное количество применений этого инструмента тоже. Давайте теперь разберем пару кейсов по Телеграму. Например, ты рассказывал, что если ты закупаешь рекламу в Телеграме, как проанализировать аудиторию канала, чтобы твоя интеграция там зашла. Вот, например, ко мне приходит рекламодатель в Телеграм-канал, присылает свой рекламный пост, но вообще не бьется никак, и мне стрёмно это выкладывать. Я иногда пытаюсь это исправить, и когда это не дают исправить, я просто не делаю рекламу, потому что уважаю свою аудиторию. Вот как проанализировать аудиторию моего канала и под них сделать рекламу, например, прокси-сервиса. Ну, вот сервис прокси, который продает. Давай попробуем. Ну, смотри, для этого достаточно просто зайти в Telegram, нажать 3 точки, вот вы зашли в твой Telegram-канал, экспорт чата, но... Это обсуждение, да, мы берем? Не-не, мы берем, если ты хочешь сделать органичный рекламный пост, чтобы не отличался от твоих предыдущих постов, а был каким-то нативным, это нужно экспорт истории чата. А есть просмотр обсуждения. Здесь это можно использовать для других целей. Мы можем... Есть один злой кейс, который можно провернуть. Давай сначала с этим разберемся, да, я потом тебе закину. Давай. Мы выбираем, что нам нужен только текст, выбираем в машиночитаемый Джонсон, выбираем дату, ну, давай возьмем за последний месяц. Там мало было, да, постов выходило, я же в отпуске был. Давай за 2 месяца возьмем. Давай. С 1 июля экспортировать файл. У нас быстро файл экспортируется. Мало, но сообщений достаточно у тебя за это время было. Переходим просто в нейронную сеть Cloud. Ссылка будет тоже в описании. Просто перетаскиваем файлик. И пишем
максимально простой промпт. Мы дали ему файл скачанный. После этого мы ему сказали, что нам необходимо сделать рекламную интеграцию и в твоем формате, и чтобы это было полезно для твоих подписчиков, чтобы это действительно было нужно. И сейчас происходит работа. Смотри, что написал. Я хочу рассказать вам об одном полезном сервисе, который пригодится многим из вас. Это прокси.ру, сервис прокси-серверов и VPN. VPN прокси позволяет обходить блокировки, цензуру, скрывать свой настоящий IP, защищаться от вредоносных сайтов, получить доступ к контенту из других стран, например, к иностранным стриминговым сервисам. Тут был заход про блокировочку YouTube, да? Актуалочка подъехала, да? Короче говоря, прокси VPN дает вам свободу и безопасность в интернете. И дальше пиар технических возможностей прокси.ру. Но, в принципе, плюс-минус в моем стиле я бы так бы мог написать. Я вот такой пост я бы пропустил, а не ту дичь, которую вы мне присылают. Особенно всякие инфо-цыгане, улолологи, марафоноги и прочие. Пожалуйста, не пишите мне, не заказывайте мне рекламу. На нормальные сервисы приходите, и авиасейлс уже тоже должен прийти. Окей, мы с тобой поговорили про крутые фишки, как анализировать целевую аудиторию, как делать крутые штуки в Телеграме, если ты хочешь закупаться рекламой, там, либо достать каких-то клиентов из чужих чатов. Это крутая штука. Мне прям понравилось. Как создавать контент с помощью нейронов. Не просто запилить пост Telegram на чат GPT, а сделать вертикальные видео. То есть, что сейчас популярно? Shorts, Reels, ВК-видео, TikTok. Вот всю вот эту историю только на нейронках. Я знаю, что есть крутые кейсы. Давай разберем, что можно запилить. Ты можешь показать примеры? Ребята, которые хорошо это делают, и с помощью каких нейронок можно это запилить. Мы же обещали вам показать новые нейронки. Вы же читали название видео? Вот сейчас перед нами это не его канал, но это один из каналов, который мне нравится, как ребята ведут на русском языке, полностью в Инстаграме, и полностью все видео здесь сделаны с помощью... Historical Hustle, да, называется? Да. И дальше ребята переливают себе... в телегу? В телегу, психология манипуляции и так далее. И вот, посмотри, это все создано с помощью нейронок. И вот тут есть 2 миллиона просмотров. Давай что-нибудь послушаем. Вот 2 миллиона просмотров. Классно, со звуком прям. Не знаю, как она запишется, правда, звук. Я спросил красивую девушку в библиотеке, могу ли я сесть рядом с тобой. Девушка ответила, специально повысив голос так, чтобы все услышали, я не хочу проводить ночь с тобой. Все люди в библиотеке обернулись на парня и смотрели с осуждением. Он был очень смущен. Несколько минут спустя девушка сама подошла к парню и сказала, я изучаю психологию, и я знаю, о чем думает мужчина. Я догадываюсь, тебе было неловко. Ведь так? Парень, специально повысив голос, ответил, $300 за одну ночь это слишком много, и все люди в библиотеке повернулись на девушку. А парень прошептал ей, я учусь на юриста, и я знаю, как кого-то обвинить. Заметил, что ты залипаешь в видео, и не важно, что дедушка, который читает притчу, сделан на нейронке, потому что он сделан очень качественно, а перебивки сделаны, скорее всего, в Midjourney. Да, просто они шаблонами фигачат. То есть, во-первых, если мы разберем, то текст, гарантированно этот текст можно написать с помощью чата GPT, неважно, чем ты занимаешься, строительством домов, продаешь тушь, занимаешься психологией, неважно, чем ты занимаешься, чат GPT может тебе какие-то интересные цитаты, какие-то истории придумывать и так далее в этом формате. И следующее, ты просто берешь, озвучиваешь его сервисом, мы с тобой сегодня поговорим, каким сервисом может даже твоим голосом на любых языках мира делать. Часть картинок делается на Midjourney, и и вот этот вот аватар делается в сервисе наподобие HeyGen. И такие каналы, они будут набирать просмотры, и те, кто говорят, что искусственный интеллект это не будет смотреть, это неинтересно, пожалуйста, вот живой пример. Смотри, 246 тысяч, 2,3 миллиона просмотров. И, это Инстаграм, это не Shorts, который дает много бесплатно охвата. Если мы посмотрим дальше, то можно сделать еще более интересно. То есть мы сейчас поговорили про такой какой-то нереалистичный контент. Я думаю, наверное, все Александра Высоцкого знают. Звонили мне регулярно, пытались что-то продать. Продают они хорошо и учат хорошо. Это полностью аккаунт, созданный и ведется искусственным интеллектом, и можно посмотреть, как это можно делать. Вот, например... To get rich. Both wealthy and less fortunate people have a list of things they'd like to buy when they get a certain amount of money. На английском языке полностью создано. И это все нейронка. Это не настоящий Александр Высоцкий. Покажи, ты еще показывал мне его видос, который сделан на новой нейросети, где какой-то дорогой аватар, он дорого стоит, но это выглядит прям на порядок круче. How to deal with a toxic employee? Is it possible to work with someone who's highly skilled but challenging to interact with? Let's dive into this. I'm Alex Vysotsky, and I'm all about team management.
Here's my take on toxic individuals. Поставь на стоп. Cut ties. No expert. Короче, акцент крутой. Ну, сложно сказать из-за фона такого, ну, немножко с деталями, да, и из-за, ну, тоже зум-ин, зум-аут, что это нереальный человек. Да, я когда людям показывал, смотри, какой аккаунт, он говорит, ну и что? Я говорю, ты в курсе, что это полностью нейронка сделана? Он говорит, да ладно, Да, серьезно? да. То есть, если бы я тебе не сказал, то что ты бы, наверное, не подумал. Ну, вряд ли, да. И, ну, типа, я с сервисом HiGain знаком, наверное, там, чуть больше полгода, и за это время он сделал реально сильный скачок в создании именно таких аватаров. И причем это можно сделать каждый, это, конечно, стоит чуть дороже. Я сейчас со своего аватара тоже загрузил, жду, когда пройду модерацию. Здесь есть два возможности. Во-первых, вы можете использовать шаблонных аватаров, вот примерно как тот дедушка, которого мы смотрели. Здесь видите, сколько людей сделали своих аватаров, и которые можно использовать. Расшарил, да? Да, а также вы можете использовать аватар Lite, он стоит 200 Как у Высоцкого первое видео, которое мы смотрели, Да, там попроще, которое- да, да, там попроще. по пояс, да. $200 в год ты платишь, и потом ты платишь просто $1,6 за 1 минуту созданного видео. И можно сделать аватар Pro, это когда человек стоит в полный рост, с жестикуляцией, совсем это стоит $1000 в год. Тоже за видео платить надо за минуту, нет? Да, и отдельно ты платишь за, ну, где-то $1,6. А, Так, 1,6, да, не 6, то ну есть, это- да, 1,6. Ну, здесь вот все тарифы есть, вот тут в зависимости от того, сколько ты видео хочешь создавать, например, 180 кредитов, один кредит это одна минута видео. То есть, как бы, то есть, это вот 180 видео за $430. Друзья, если вы хотите начинать свой блог в интернете, неважно, вы эксперт по психологии, строительству домов, либо вы представляете свой бизнес, свой бренд, по-любому у вас есть проблема с тем, что вам нужны вот такие камеры, в которые мы снимаем. Здесь стоит 3 камеры, здесь стоит куча света. Это все надо изучать, это долго, дорого и геморно. Но есть решение как раз с помощью нейронок. Вы можете снимать на телефон, вы можете монтировать, вы можете писать сценарии, но это все равно долго и больно. Поэтому вы можете взять, просто сделать аватара, сделать крутые картинки в Midjourney или просто сделать себе фон. Неважно, чем вы занимаетесь. Это бизнес-консалтинг, либо это строительство домов. Вы можете сгенерить красивые объекты домов, либо поставить свои дома на фон. Вот такой аватар, как у Высоцкого, может наговаривать за вас текст. То есть вы просто пишете текст, он говорит, сразу транслирует это в субтитры. Вам не нужен монтажер, там, не нужен фото-видеоредактор, никто не нужен. Просто вы можете взять вот эту нейронку, либо другую мы подешевле еще покажем сейчас, да, и пилить рилсы и шорты. Почему? Потому что сейчас вертикальные видео набирают самый большой охват, который вообще только возможен. Например, вчера я делал пост в канале, что мы ищем монтажера шортс для нас, да, ну, потому что у нас уже довольно крупный канал, мы хотим делать для вас супер крутой продакшн, супер классные шорты, но если вы начинаете, вы можете просто делать это на нейронках. Очень сильно набирают просмотры и охваты такие каналы в инсте там, по мотивации, где какие-нибудь лидеры мнений говорят какую-то умную цитату или какую-то мысль. Ну, то есть это нарезается из каких-то больших интервью. Как это нарезать автоматом, покажи? Вот нейронная система, одна из них. Wizard AI, да? Wizard AI. И здесь есть возможность, как делать это вручную. Например, это один из подкастов моих. И здесь мы можем что сделать? То есть она автоматически вот полностью все видео там часовое транскрибировало сейчас текст. Мы можем сделать как? Мы можем это скопировать, попросить тот же самый Cloud, чтобы он разделил на смысловые видео, а можем просто нажать Давай автоматом получить сделаем. клипы с использованием искусственного интеллекта. И в данный момент мы прямо сейчас будем видеть, как наше видео нарезается на короткие ролики. И Супер, вот, давай посмотрим, что он нарежет. Слушай, он делает сам монтаж даже, он делает зум-ин сам. он даже название к видео придумывает. И дальше, если вам что-то там лишнее... Нейрореволюция, прикинь, тизер какой вкинул. Класс. Нейрореволюция, искусственный интеллект в нашей жизни. Да, конечно, где-то надо будет подправить текстовку немножко, но это не когда вы сидите в каких-то Adobe Premiere Pro, например, я очень люблю монтировать. Я могу собрать концепт, у нас в команде замечательные монтажеры, вот, но я очень не люблю вот это все делать, у меня бомбит, у меня занимает кучу времени. А здесь вы можете немножко просто подправить, у вас получились шортс, вы можете со своего какого-то длинного ролика нарезать это, ну, хоть с выступления на конференции. Смотри, удивительная 23 технология клипа. создания сайта за 2 минуты. Он сам определил, что здесь есть такая тема, сделал заголовок и субтитры. Да. Кайф. И сейчас он нам создаст 23 ролика, и здесь вот я чуть позже покажу, у нас здесь есть макеты. Если, например, у нас там есть демонстрация, как мы здесь показываем, там есть макет, что часть будет показана так, человек будет показан здесь, размер такой-то, и автоматически перестроит твое видео в тот формат, который ты хочешь в этом видео. А если вы монтажер шортсов и рилсов и берете из клиента 1000 рублей за один ролик, то вы можете брать его большой ролик, грузить сюда,
и делать за 2 часа все 23 ролика, и потом каждые 2 дня просто отдавать ему. Ну, сам прикольно, смотри, он тебе сделал текстовое описание для Ютуба, для ТикТока, для Инстаграма. А, уже готово, в смысле? Да, ну то есть смотри, для каждого ролика у тебя есть текстовое описание. Ребята, копи-пейст просто заливаете. Революция. Одно из мероприятий, которое мы регулярно проводим, это называется нейрореволюция, где мы рассказываем вообще, как применять фрилансеру, предпринимателю. Еще одна тема, которую мы хотели обсудить, это нейронки, которые вы используете внутри CRM. Например, вот AMA CRM, мы тоже используем компанию AMA CRM в продажах. И вы делаете прикольные расшифровки звонков менеджеров, саммари по этим звонкам и рекомендации, как дальше продать клиенту. Покажешь? Действительно, для отделов продаж, особенно для руководителей отделов продаж, для тех, кто анализирует звонки и думает, как улучшить продажи, это действительно находка. Давай заценим. Да, сейчас я пару сделок просто открою в AMA CRM. Это сделки из твоего агентства, да? Да, это сделки с моего агентства, где уже наш руководитель проанализировал, и раньше для того, чтобы проанализировать звонок, нужно было достаточно много времени. Отдел контроля качества прослушивает, оценивает по критериям, да, не ошибается. Это первый шаг к отделу контроля качества. Есть еще отдел контроля качества отдельно, но это делает краткое summary. То есть, если мы посмотрим, то здесь клиент оставил заявку по вопросам маркетинга в Инстаграме, клиент занимается грузоперевозками из Китая в Россию, целевая аудитория, кто, где. И самое прикольное то, что у нас есть, мы сразу видим возражение, клиент выразил возражение, что за возражение, как оно выглядит, какие договоренности были с менеджером. То есть мы примерно посчитали где-то 10 минут на обработку звонка после того, как закончился разговор, экономится менеджеру. Менеджеру не нужно больше там выписывать, у него вся информация есть. А самое главное... Он может что-то забыть, либо не так интерпретировать, а нейронка не ошибается. Да. А здесь плюс к этому ко всему уже есть рекомендация, что нужно говорить. Предложить клиенту разработку нового сайта с учетом оптимизации конверсии и удобства пользователей. Он там обратился по инсте, а на самом деле это Яндекс.Директ хочет, да. Что интересно, да? Ну да, прикольно, конверсию повысить. Ну, то есть нейронка предлагает апсейлить ему, то есть он пришел там заведение рекламы заплатить 80 тысяч в месяц, да, а ты ему сайт за 500 продашь. Прикольно. Уточните клиент его ожидания, цели дальнейшего сотрудничества, чтобы лучше понять, какие стоимы и подход будут наиболее подходящими. Ну да, как бы на берегу договориться вообще, чем мы продаем. Да, классно. Давайте еще посмотрим другой кейс. Открыть полностью, и здесь вот сразу можно к рекомендациям лучше, потому что здесь, по сути, это summary, это не такая важная, а вот рекомендация это является прям кладезем информации, скажем так, для менеджера, что нужно делать. Внимание клиенту, говорит, нужно больше. Предложить интернет-рекламу, да. Предложить клиенту создание сайта и группы в социальных сетях. А с какой потребностью клиент обратился изначально, интересно? Самое прикольное, смотри, уточнить информацию, менеджеру следует узнать больше деталей обращения клиента в 2018 году. То есть этот клиент в 2018 году к нам уже обращался, и чтобы лучше понять потребность. То есть он уже в ходе разговора выяснил, что было. И типа он говорит, а почему ты не спросил, зачем клиент обращался. И то же самое, все звонки можно сделать в формате Excel-таблицы, где по каждому менеджеру будет оценена вообще эффективность этого менеджера, и где он там на этапе снятия возражений, либо на презентации услуг у него хромает продажа. И нейронка может выкатить персональное обучение для этого менеджера по продажам. Тем более можно в нее еще загрузить свою базу знаний, как отрабатывать возражения. Говорит, если он говорит дорого, вот тебе ветка сразу, да? Да. А где эту штуку можно качнуть, либо внедрить, что за нейронка? Она есть пока в закрытом доступе, но я думаю, скоро выпустим в открытую, поэтому можно к нам обращаться и для демонстрации, как это работает, и для установки. Это достаточно недорогая интеграция, основная оплата идет за минуты, когда нейронка распознает и перерабатывает это все, а вы получаете такой вот итог. Телеграм Кирилла оставим в описании, можете ему написать, и он вам запилит такую крутую штуку для AMA CRM. Расскажи немножко еще про нейробуст, про ваш комьюнити, где у тебя есть ресерчеры, люди, которые обмениваются инфой по нейронкам. Сколько народу? Слушай, на данный момент уже 250 человек. Комьюнити активно развивается, и основная цель этого комьюнити, потому что нейронные сети в нашу жизнь ворвались очень неожиданно, с ноги, можно сказать, и непонятно. И здесь исследовать среду. Ну, все знают книгу «10 тысяч часов осознанности», точнее, «Гении и аутсайдеры», где основная мысль 10 тысяч часов осознанности к какому-то делу, тогда ты становишься экспертом, профессионалом.
А здесь нету такой возможности быстро набрать самому. Ну, то есть, Своих часов не хватает. Своих часов не хватает. И многие вещи, которые я показываю, это наработки нашего клуба. Там удалось показать малую часть того, что мы нарабатываем. Но очень круто, когда ты находишься в комьюнити. Почему именно формат комьюнити? Когда кто-то обладает навыками программирования, и с помощью нейронных сетей он может уже делать там разные парсеры, которые там быстро, да, а ты не понимаешь. И, например, этот человек может на питоне код написать такой, который будет более стабильный результат дает. Я не знаю питон. А есть человек, который видеомонтажом занимается. Я далек от видеомонтажа. Да, но это человек в нейронках, который с видеомонтажом, который накладывает эффекты. Ну, показывали сегодня. Да. Есть еще другие нейронки, которые там можно чуть ли не фильмы снимать, там Runway, Gen 2, которые там можно прям фильмы снимать. И таким образом мы переопыляемся, и у нас проходят различные форматы. Это стрим-сессии, где мы прям сервис тестируем, пробуем, смотрим. Это кейс-сессии, где человек приходит с конкретным кейсом, где ты у нас, собственно, выступал в клубе. Да, кстати, я у ребят выступаю по всяким различным историям про SEO-генерацию контента и прочего тоже в клубе. Да, и самый, наверное, крутой формат, который у нас существует, где могут участвовать даже не участники нашего комьюнити, это хакатоны, промпт-хакатоны. То есть к нам приходит заказчик, он приносит деньги, там 80, 100 тысяч, 50 тысяч рублей, и говорит, мне нужно научиться делать презентации быстро. И чтобы это делала полностью нейронка практически. И у нас собралось 5 команд по 5 человек, и, представляешь, 25 человек решает твою бизнес-задачу, которую тебе нужно решить за определенный бюджет. Идет прям борьба. А можно к вам закинуть задачу на хакатон прийти? Да, конечно. Мы ищем заказчиков, хотя заказчиков хватает, кто хочет, но мы ищем всегда заказчиков и проводим хакатоны, и можно прийти даже своей командой. Вот, например, вы предприниматель и не знаете, как свою команду там погрузить в какой-то процесс, чтобы они начали использовать нейронку. У нас был недавно кейс, компания вообще не из клуба, они залетели, они 3 дня участвовали в хакатоне, там собирались, штурмили, придумывали, и они поняли, как нейронка упростит им жизнь, потому что все равно участники команд, сотрудники, они боятся, не понимают, зачем это нужно. А когда они в движухе, и когда в каждой команде прикрепляется эксперт, они попробуют. Соревнования еще есть. Да, видят эту магию, которая сегодня у нас происходила, потому что я никак не могу назвать по-другому, кроме как магия. Люди активнее включаются в внедрение нейронных сетей в бизнес, в свою деятельность и так далее. Это вот самый, наверное, самый крутой формат, который вообще в рамках клуба есть. Поэтому, ребята, если у вас есть какая-то сложная задача, которую вы хотите решить с помощью нейронок, пишите Кириллу, он устроит хакатон, и ребята со самых разных команд, которые занимаются нейронками, за какой-то небольшой бюджет попробуют решить вашу задачу. Вообще круто. Да. Поэтому спасибо, что пришел, было очень интересно. Надеюсь, мы с тобой еще сделаем не один выпуск. А вы пишите, кстати, сделать с Кириллом еще один выпуск и по какой теме. И не забывайте про конкурс в комментах. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.